Я приветствую вас, мои дорогие представители знака зодиака Дева. И у нас сегодня второй расклад, второй прогноз на 10 дней, на декаду с 11 по 20 декабря. И называется «Узнай будущее». Или «Что будет меняться?», что прояснится или откроется в декабре, что произойдет в этот период времени или с чем это будет все связано. Давайте одним словом узнаем. Подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего? У нас сегодня две колоды карт. И создал обе один автор. Это как объединенная энергия. Так вот довелось мне купить именно Таро. Хотя Ленорман у меня уже очень давно. И я хочу, чтобы был какой-то тандем, когда Ленорман нам расскажет события. Мы достанем 4 карты. Просто откроем, посмотрим, какие возможные события, с чем это, в какой сфере может быть связано. А Таро продолжит, раскроет нам более подробно какую-то историю. И не будет противоречия. Итак, как же события ближайшего будущего могут выглядеть для вашего знака зодиака? Могут и тайны, кстати, какие-то открыться. Так вообще планетарно. В этот период декабря для вас могут, знаете, такие энергии проигрываться, когда не идти как будто против судьбы, с чем-то не торопиться. И уж точно не торопиться, знаете, когда вы кому-то помогали, например, или за кого-то вы делали какую-то работу, участвовали в чем-то, или как шефство брали. Может быть, да, вы мудрые люди и практики хорошие. И вы видите, когда кто-то творит ляпсусы или вообще какую-то ерунду, дичь, как мы говорим, да, хочется поправить. Но вот это не тот период, когда нужно это делать. И я не имею в виду детей, допустим, да, или кого-то из близких, хотя близкие тоже разные бывают. Я даже банально какую-то рабочую ситуацию, потому что тут мы как будто, стремясь к тому, чтобы сделать что-то хорошо, можем как раз какую-то конфигурацию небесных фишек и нарушить. А здесь нужно прислушиваться как и к интуиции, так и куда-то не спешить, как будто сама судьба будет пытаться расставить все по местам. Неожиданность. И вот эту карту, в чем ваша сила, что вам помогает, но я ее хочу назвать. Что вам само идет в руки. И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес, у кого-то документы, кто-то учится. Энергию денег смотрим. И личная жизнь, как видят карты. Совет. Карта, которую откроем в самом конце. Что же за события ближайшего будущего? Правда, любовь, личная жизнь. Может быть, признание в любви, мои дорогие. Или для людей семейных, ну, какое-то хорошее, доброе известие. Но, может быть, приходит и от родственников, может быть, от вашего любимого человека. Для кого-то может проиграться как предложение руки и сердца, признание, вот, когда я не могу без тебя, может быть и так, но что-то доброе, хорошее, такое, то, что нас наполняет, ощущение счастья дает, буквально как событие ближайшего будущего, мои дорогие девы. Что же еще? Какие-то тучи у вас уходят, хотя планетарно я хочу пригласить на свой сайт, где у меня именно на декабрь планетарный гороскоп. Не скажешь, что такой простой месяц, именно декабрь. Наверное, для всех знаков стихии Земли. Но дело-то все в том, что как будто то ли мы устали от того, что вот вы, мои дорогие девы, от того, что какая-то многозадачность была, или много вопросов нерешенных, на паузе, может быть, что-то, может быть, и по документам что-то застряло. Вот тут может быть такая на злобу дня тема, которую, правда, хочется уже завершить и забыть, а оно все никак не продвигается что-то. И вот именно эти энергии будут на вас, на ваше настроение напрямую и влиять. И поэтому, а вот внешняя обстановка, она как раз более благоприятная. Но, кстати, может сопровождаться с тем, что
Люди себя могут вести по-странному, там вот, ну, по-разному. Тут ведь еще планетарно много таких аспектов. Кто-то не может управлять своим настроением, например. Но это, в принципе, не оказывает никакого минусового влияния конкретно на вашу судьбу. В целом, как раз более добрые энергии. Почему я сказала про судьбу? Как будто не нужно мешать. И вот мы можем себе надумать по аркану тучи каких-то еще проблем. Или видеть какую-то прежнюю историю, что да, застряла, ничего не меняется, все это надоело. Вот где-то такие энергии, они могут нас как раз и подталкивать к тем действиям, которые сейчас вроде бы и делать-то не нужно. Ведь всегда по аркану тучи это как туча. Вот она пришла, и вот она ушла. И она пришла у нас, разрешения не спросила, и уйдет-то точно так же. Поэтому выглянет солнце, и все, прояснится. Может быть, какая-то ситуация у вас как раз и проясняется. Букет. Подарок по этой карте идет. Приятное общение идет. Должна сказать, что даже пусть это, если мы переложим на работу, на какие-то дела, на документы, важные согласования или, может быть, обсуждения, беседы, какие-то контакты всегда идут по аркану букет. Но, значит, вот успевай с кем-то договориться. Все-таки букет склонен к увяданию. Вот помните этот момент. Но это всячески благоприятная карта, поэтому какой-то его величество случай, причем со знаком плюс таким ощутимым, у вас будет в этот период декабря. Звезды. Знаете, тут что-то такое хорошее, доброе, светлое может буквально, и пусть это будет как предложение, пусть это где-то через подсказку вашей интуиции, как направление, которое следует продолжать. И тогда, скорее всего, если мы даже... Это может проиграться в отношениях, которые точно следует продолжать. А может проиграться через работу, через какие-то, вот как я говорила по букету, контакты или люди. К нам могут и люди, кстати, возвращаться из прошлого. И вполне вероятно, кто-то нам будет нужен на последующий период. Или какое-то взаимодействие, может быть, даже дружба получится. Или взаимодополняющие какие-то контакты, поэтому тут важно не отказаться, не прогнать, может быть, буквально человека. Ну, каждый решает сам, безусловно. Почему я так говорю? Пусть это колода Ленорман, но если в карте Таро, колодах Таро, две карты выбора правильного направления. И если карта Солнца говорит нам о дистанции 6-8 месяцев, то аркан звезды как раз говорит о 10-20 лет. Это как по Плутону, который вот как раз во Водолее на 20 лет перешел уже. И вот что-то такое, знаете, у вас может решаться в эти 10 дней или послужит каким-то началом, предвестником каких-то добрых перемен, событий или важных встреч людей, каких-то смелых решений, которые будут как раз определять вот это правильное направление на долгий период времени. Поэтому сами перед собой не ставьте табу каких-то. Вот то, что я говорила по тучам. И дайте, наверное, возможность судьбе, пространству, Вселенной вам словно помочь, мои дорогие девы. Неожиданность. Туз жезлов. Правда, решение, информация. Может быть, новость какая-то. Это может быть и тайна, которую вы узнаете или просто увидите. Тучи исчезли, и вот какое-то прояснение наступает. Или вы будете принимать тоже какое-то важное решение. Может быть, и человек какой-либо сделал это решение, но это каким-то образом влияет на вашу жизнь. Что же вам идет саму в руки? Девятка жезлов. А вы знаете, вот как будто нужно выходить вот из этого заточения, из какого-то забора. Причем так постепенно, аккуратно, не навредить себе. Но, с одной стороны, карта говорит, что ты уже проделал или проделала какую-то очень важную работу. Что-то вами было уже сделано очень хорошо. И само, что идет само в руки, какой-то итог. Вы в эти 10 дней точно получите, как, может быть, через новость, через известие, через предложение
Или словно, знаете, как лед тронулся, да, вот есть такое выражение. Была какая-то прежняя ситуация, замороженная, застывшая какая-то, не менялась. А вот здесь как раз вы видите, что и себе скажете спасибо. Именно за то, что вовремя как-то правильно сориентировались в том или ином вопросе, направлении в прежний период времени. Но я хочу прояснить. Словно вот этот жезл, он для вас раздвигает пространство. Вот тех ограничений, который был в предыдущий, может быть, период, что-то вы не могли осуществить. С чем это связано? Что вам само идет в руки? В чем ваша сила? Вот правда, все то, что я сказала, вот это пространство, подвешенная, замороженная какая-то ситуация. Или двойственная, может быть, ситуация, как качели, ни туда, ни сюда, что-то не решалось. Или тупиком было, да, всегда как Т буква, смеюсь, Т-образный перекресток, уперлись называется. Вот у вас здесь что-то как раз будет проясняться. Может быть, и ваши какие-то важные будут решения, когда вы, все же это старший аркан, вы можете пересматривать вообще свой социум, ближайшее окружение. Потому что, может быть, и будут те персоны, когда вы сделаете важные выводы и скажете, ну все, вот есть те, от которых я дистанцируюсь. Вот какое-то решение вы примете, но будут и определенные те, которые в вашу жизнь приходят не просто так. Важные люди какие-то. С чем это может быть связано, правда, с личной жизнью. Знаете, у кого-то из вас может как раз и проясниться ситуация в личной жизни. По королю чаш это идут наши часто супруги или партнеры, или тот человек, с которым у вас может быть контакты, ну, как почти супруг или почти супруга. Неважно, что у нас выпадает король чаш. Вот именно личная история. С другой стороны, это единственная карта в колоде, который, или персонаж в колоде, который умеет правильно разграничить два слова: цена и ценности, и не перепутать. Потому что, да, материализм тоже проходит по этой карте. И когда мы решаем какие-то вопросы на злобу дня, материальные, то, понятно, там эмоции только мешают. Но не только, не хлебом единым жив человек. Поэтому область чувств, она тоже важна. Или наши близкие. По этой на карте может проиграться какая-то ситуация с вашими родственниками. Или родственниками вашего партнера. С какими-то далекими родственниками. У кого-то, может быть, какие-то вопросы наследства даже были. Вот вы словно ждали какого-то времени или определенного периода, и теперь вы уже можете действовать и точно будете знать, как. Давайте я еще одну карту заключительную достану. Вам нужно действовать. Если я обычно говорю по семерке жезлов, отступи полшага назад. И так правильно оцени обстановку. Ну, понятно, оценить обстановку нужно. На карта тучи. Но именно в этой колоде карт нам говорят, вот тут сохраняй свои интересы. Ты не можешь своими принципами, вот именно принципами, чем-то важным, пожертвовать. Тут и не можешь упустить какую-то возможность. Вот о чем речь идет. И у вас выпадает король чаш, значит, у вас действительно что-то может быть осуществлено. Даже та ситуация, которая прежде была на паузе. Теперь вам это как будто само идет в руки, само возвращается какой-то вопрос. И проявить активность вам определенно придется. Дела, работа, бизнес. Сама судьба. Вот то, что я говорила, планетарно. Она вам помогает. Поэтому не мешайте судьбе, не мешайте себе, мои дорогие девы, чтобы в вашей жизни сложилось все наилучшим образом. Поэтому так ведь бывает, мы на чем-то настаиваем, мы думаем, что вот так будет правильно. И вроде как оно, если просчитать, то так оно и выглядит, а мы не знаем каких-то нюансов поведения человека, не знаем всех нюансов жизни человека. И тут вот бывают какие-то метаморфозы, когда что-то и не стыкуется. Когда мы больше идем именно не против течения, а скорее по фарватеру того, куда нас эта судьба как разворачивает или к чему она нас выносит, к какому берегу. Вот здесь для нас больше возможностей и появляется. Но будет и такой момент. Тоже карта все-таки предусматривает. Ку железо пока горячо, потому что
всегда как и колесо фортуны или колесо судьбы, пусть называется в этой колоде карт, колесо, оно вращается. И бывает, когда оно идет наверх и достигает пика, вот сейчас у вас что-то на пике, а потом будет неизбежный спад. Поэтому что-то успеть, улучшить момент, от чего-то не отказаться. Нечего добавить. Карта сила. Правда. Вот используйте свои энергии этого периода для себя по максимуму. Договариваться придется. У нас тут лев такой причесанный стоит. И лемниската, энергии как у мага. То есть, да, где-то придется, может быть лояльным даже к тем, чтобы не проявить себя. Или, может быть, проявить молчание вообще, а пронаблюдать. Или в какую сторону вообще разворачивается та или иная ситуация. Но энергия, я сказала, как у мага, и маг, помним, великий манипулятор. Значит, придется что-то, ну, как бы согласовывать. Или, может быть, проявлять чудеса дипломатии, мои дорогие. Или чудеса спокойствия, правда. Но при этом своих позиций где-то не оставлять. Не согласиться на какую-то, может быть, ерунду, мои дорогие. И вот такое тоже. Потому что у вас сейчас очень сильная позиция. Финансы. Ну вот кто знает, может быть, это нам по финансам так говорят. По рыцарю мечей это те люди, которые настроены на какую-то свою собственную волну и настроение. Вот, кстати. И вы можете с таким столкнуться, который, и это у вас по деньгам. Здесь могут как люди вас, допустим, склонять потратить деньги куда-то. Это могут быть и близкие, кстати. Или давай вот купим это. Вот я считаю, что вот это будет правильно. Ну, может быть, и близкий, и любимый человек, а вы так не считаете. И какой-то спор, может быть, по рыцарю мечей. Это всегда нам именно предлагают, а если мы не соглашаемся, то с нами пытаются вступить в какую-то перебранку буквально. Вот такое есть. И значит, вам, и как и чудеса дипломатии, так и отстаивать собственную позицию придется. Но по рыцарю мечей со знаком плюс это всегда проигрывается, когда мы отталкиваемся от истины, не строим для себя какой-то иллюзии или не поддаемся уговорам, а когда что-то просчитываем, тем более это на финансы. Что же еще? Да, конкретно семерка мечей. Тут надо удержать свое и быть очень внимательному. Тут могут, знаете, такие люди вам даже встретиться, может быть, кому-то это важно услышать, которые сначала как-то преподносят вам какое-то предложение или тему именно по части финансов. Ну, вот так вот аккуратно, нежно. А вы видите абсурдность, говорите нет. Этот человек не согласен. Он начинает более, так, знаете, уже в более жестких энергиях пытаться вам что-то доказать. И где-то вот набирает вот такой агрессивный метод диалога у данного персонажа, набирает как будто остроту и высоту одновременно, да, на какой-то, может быть, фальцет даже переходит, кто его знает. И тем не менее, для вас оставаться невозмутимым и в своих позициях, и не вступать в какой-то конфликт. Вот у кого-то может быть по части денег именно что-то подобное. Ну и когда выпадает семерка мечей, нас все-таки всегда эта карта призывает быть внимательному, как и к сумочкам, паролям аккаунтов, может быть, к платежным системам. Платежные системы, может быть, даже в приложении. Не переходить по каким-то ссылкам, непонятным, опять же. Сами себя страхуйте. Я еще одну карту достану. Король Пентаклей – это ваша энергетика, поэтому здесь вам как интуиция правильную поддержку и помощь дает в виде подсказок вашего шестого чувства, так и вы, если переложите какую-то конкретную, может быть, ситуацию, может быть, она требует неоднозначного какого-то решения, значит, все равно вы найдете выход, потому что есть какая-то конкретика, понимаете? И если мы все попытаемся где-то именно по части денег разложить по полочкам, то и картина какая-то вам будет ясна. Одним словом, себя сохранить вы сумеете. Но для кого-то из вас по королю Пентакли могут прийти и деньги. Могут прийти и деньги, кстати, к вашему партнеру. Такое тоже могу предположить. То есть деньги как бы будут. Но вот траты, может быть, не совсем такие однозначные. А у кого-то и правда может проиграться вопросы наследства.
Личная жизнь. Может быть, знаете, это вы будете и траты просчитывать, и где-то, может быть, и спор с вашими близкими. Это может быть и для вас какая-то многозадачность решить вопрос, если вы собираетесь куда-то переезжать. И тогда по этой карте вам нужно, возможно, что-то просчитать. Или закрыть какие-то темы, вопросы по части выплат, каких-то необходимых платежей. И вот этот баланс, дебет-кредит, поступления и расходы как-то для себя уравновесить. Все же король Пентаклей — это именно еще и баланс в финансах какой-то предусматривает эта карта. Потому что как будто на кону либо сам по себе переезд, либо у кого-то эта карта может, пусть выпала на личную жизнь. Какая-то важная встреча, но дистанция этой встречи может быть далекая, какие-то траты предусматриваются. Перемены в личной жизни. И тогда, мои дорогие девы, неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, вам может что-то не нравиться. Вот я такое могу предположить. Потому что по шестерке мечей мы вроде как идем. Мужества достаточно нам по этой карте. Но еще, хоть и в этой колоде нам художник изобразил восход солнца, уже как бы брежет на горизонте. Но вот где эта лодка, здесь еще такие какие-то сумерки, еще что-то непонятно. И поэтому где-то вот пройти так аккуратно какой-то период жизни нам все-таки предстоит. Перемены сами по себе тоже идут по этой карте. Иногда даже трансформация идет. И поэтому эту трансформацию нужно делать аккуратно. Или проходить вот этот жизненный этап. И аркан Тучи нам тоже говорит, как будто по судьбе мы что-то не изменим. Если мы будем пытаться ну, внести какие-то коррективы, вряд ли мы сделаем что-то хорошо. От нас внимание к деталям требуется и искусство мелких шагов, кстати. Потому что мы ведь не знаем, с чем мы столкнемся через минуту. Или что мы встретим, кого мы увидим. Поэтому для кого-то из вас в плане личной жизни какие-то осторожные действия, как и от чего-то, я повторяюсь, не отказаться и что-то совершить для себя архиважное. Почему? Потому что если мы увяжем вот с этой картой звезды, я сказала, это может быть период лет 10-20, то тогда шестерка мечей будет говорить, что если вы примете какое-то важное решение, это и жизнь ваша кардинальным образом может измениться на долгий период. А для кого-то из вас это отстраивать новое качество жизни где-то вдалеке. Среди новых людей, среди нового круга знакомых, может быть, и люди, которых вы еще мало знаете. То есть, может быть, вам еще предстоит только друзьями обзавестись, ведь тут самая разная ситуация. Давайте я достану дополнительную карту. Я надеюсь, что для кого-то это просто, может быть, какая-то поездка, которую вы планируете с учетом праздников или длительных рождественских каких-то каникул. Ух ты! Да нет, тут надо быть аккуратным и по части финансов, это точно. Я должна сказать, когда выпадает 15-й аркан, иногда могут приходить очень крупные деньги. Понятно, что они не сваливаются нам на голову, но есть какой-то, если есть гонорар или за проделанную работу, действительно какие-то деньги, которые задерживались. Вот будьте очень внимательны, у вас семерка мечей выпадает. Явно финансовая тема не на последнем месте. И вроде как деньги-то вы получаете, это факт. Но просчитаться с чем-то ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно быть и магом, и волшебником, карта сила. Вам, понимаете, нет ничего, чтобы вы не могли преодолеть или не могли решить, мои дорогие девы. Но вот действия для вас какие-то очень аккуратные должны быть. Это факт. Потому что ничего не делать чересчур. Когда 15-й аркан выпадает, мы можем где-то и в зависимость попасть. Мы можем попасть в зависимость по разным причинам. Иногда это карта страсти. Это может быть как раз вот какая-то личная история, когда вы именно хотите что-то осуществить. Но, значит, тоже где-то сдерживать свои энергии придется. Хорошая практика. Подмечать какие-то тонкости. Может быть, по этой карте. И хорошее здоровье, кстати, на личную жизнь. Поэтому, если предстоит поездка буквально, или предстоит какой-то в последующем, особенно, наверное, у кого большой переезд планируется,
предстоит вот долгий период адаптации, мои дорогие, то тогда вы ее выдержите. Потому что как раз 15-й аркан, все то, что материализма касается или наших жизненных реалий, вот как раз об этом карта и рассказывает. И хватит у нас и энергии, и бодрости, и сил, как и напряжение выдержать. Ну, может быть, и какую-то работу. Давайте еще одну карту достану. Белая карта всегда, с одной стороны, она говорит, что просчитать что-то наперед невозможно. Более того, невозможно просчитать для каждого из вас или для каждой из вас. Почему? Да потому что, наверное, общий прогноз и хоть и один знак зодиака вас всех объединяет, а судьба-то ведь у каждого разная. А у каждого какая-то своя задача и, главное, какая-то тема. Но у вас выпадает старший аркан. Как будто идти вперед все равно придется. Но пока какие-то искусства мелких шагов нужно делать, это точно. Давайте я возьму колоду поддержки ангелов. И мы достанем еще одну карту именно с другой колоды. Достанем как карту совет. Вот на личную жизнь. Карта солнца, мои дорогие. На кону что-то очень важное. Ну, вы на что-то, если решаетесь, как минимум, или пусть какая-то эта тема для вас очень важная, как минимум 6-8 месяцев вы будете этим активно заниматься, это точно. Но для вас это какая-то перезагрузка, совершенно определенно. Для вас это открытие новых перспектив. И потом, если мы говорим про выбор правильного направления, вот эти 6-8 месяцев, они просто наиболее такие острые или очень важные. А на последующий период идет какое-то прекрасное продолжение. Давайте-ка я открою карту совет. Идти вперед придется. Рыцарь Пентакли – это искусство, опять же, мелких шагов. Я, пусть не в этой колоде, но я называю всегда эту карту марафонского забега. Кто смотрит мои видео, уже явно это слышал. Это тоже лет на 10, на 20. Рыцарь Пентакли, он самый медленный рыцарь из всех в колоде Таро. И он, вот эти выверенные действия, когда... Почему он едет медленно? А потому что он себя бережет, мои дорогие девы. Он должен все подметить, пока он едет на своем коне. Он замечает, что происходит вокруг. Он должен все как будто изучить или понимать, для чего ему это идет в жизни, или как правильно с этим взаимодействовать. Для него нет мелочей. И вот если мы говорим... Карта совет. Подобный совет звучит и вам. Сильные энергии, но и непростые в эти 10 дней. Но на кону ваши перспективы, как и ближайшие, какие-то очень счастливые, так и на далекий период времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.